Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда они начинают расчищать комнату для Чинара, Дилан говорит: «У нас так много воспоминаний, вкус короткой жизни, который остается в нашем небе». Они решают отдать Чинару машину, купленную для Мирана. Все, что произошло с Мираном, напоминает им о болезненных воспоминаниях, они плачут и собирают свои вещи. Когда она вспоминает, как они с Мираном были счастливы, и очень расстраивается, Берен просит Дилана дать ей передышку и уводит ее из комнаты. Берфин Айхан подходит к дамам, и, к сожалению, дверь открывает госпожа Айхан, а не Акиф. Бараны разговаривают с Гэжу и Азади и Геном Кудретом у бассейна о вещах Мирана и поддерживают их, чтобы другие дети были счастливы, даже если Миран не сможет их носить. Когда Дилан попросил разрешения и встал от них, госпожа Азади была расстроена и молилась Богу, чтобы он дал ей терпение и вылечила. Берен говорит, что я ничего не могу сделать, бабушка, по крайней мере, мы можем сейчас поговорить и поделиться, надеюсь, так будет лучше. Господин Кудрет спрашивает Барана: «Я сильный, конечно, будет лучше, а ты как?» Когда Баран говорит, что пытается быть хорошим, он говорит, что, конечно, ты будешь хорошим, чтобы он мог дать силы и помочь твоей жене, и эти дни пройдут. Дилан не решается, надеть комбинезон Мирана или нет, а Джейда тем временем тайно слушает и наблюдает за ним из-за двери. В конце концов, Дилан говорит: «Радость ребенка важнее, воспоминания о моем сыне все равно в моем сердце», и, поцеловав и понюхав его, кладет мешок. Когда Гэжи Айхан хочется торта, и Пек просит лимон, но госпожа Айхан хочет приготовить его с какао, как любит Акиф. Позже он не может сломать Ипека и говорит: «Пусть будет то, что ты хочешь». Когда Берфин сказал: «Я действительно знаю рецепт, который понравится им обоим, я могу приготовить его, если хотите», госпожа Айхан хвалит ее, говоря: «Дай бог, у нее много талантов в ее 10 пальцах, это так. В наши дни очень трудно найти такую девушку». Дилан разговаривает с одеждой Мирана и рассказывает о своей тоске и любви к нему. Она любит и ласкает его одежду так же, как любит своего сына. Тем временем Джейда продолжает слушать его у двери. Дилан выходит из комнаты и закрывает дверь. Джейда, спрятавшись за ним, входит в комнату и перебирает одежду, которую Дилан положил в сверток, берет одежду, которую Дилан не решил, положить или нет, и выходит из комнаты. Пока госпожа Хасиби кормит господина Хасана, госпожа Хаджер приходит и говорит: «Не давайте ему слишком много», госпожа Хасиби говорит: «Но пришло время для лекарств». Если госпожа Хаджер скажет ей выпить лекарство за один день, вместо того, чтобы оно попало в желудок, оно попадет в мусор, кошки и собаки съедят его, по крайней мере, сделайте это вместо того, чтобы съесть его и потратить впустую. Тем временем госпожа Азади слышит все, что она говорит за ее спиной. Он приходит к ней и просит сесть поговорить. Потом он говорит: «Я знаю, что Хасан много тебя мучил в свое время, но ты не был таким беспощадным, ведь ты стоишь перед человеком, нуждающимся в заботе, тебя это не устраивает. Мисс Хассер, нас это не устраивает, это устраивает только вас, не так ли?» Он уходит от них, говоря: «Мне пришлось жениться, вы и ваш бескровный сын виноваты в каждом избиении, которое получили мои дети, а я выиграл. Никуда не пойдут, не вернув себе детство, так что ты можешь это знать». Госпожа Азади зовет Гэжу Хасиби и просит ее принести Хасану еду и лекарства. В предвкушении переезда в свою новую комнату Чинар кладет все свои вещи на кровать. Тем временем к вам подходит Дилан и спрашивает: «Ты рад пойти в свою комнату?» Чинар объясняет: «Да, теперь у меня будет дом побольше, и он будет таким же ярким, как цветники на картинке». Они везут товар вместе с Диланом. Когда госпожа Хаджер просит Джейду не оставлять Чинара одну, Джейде не нравится эта идея. Госпожа Хаджер говорит ей не плакать, если вы обнаружите ее у двери в течение 2 дней. Они приходят в комнату, и когда Дилан спрашивает Чинара, как он хочет это организовать, Чинар удивляется. Госпожа Хасиби приходит к ним и спрашивает Гэжу Дилан, может ли она чем-нибудь помочь. Дилан просит их убрать одежду из коробки и принести кровать Чинара в эту комнату. В этот момент приходит Джейда и просит поставить кровать Чинара перед окном.
Дилан говорит, что его там не может быть, зимой он там простужается и болеет. Хотя Джейда Чинар говорит, что никогда не заболеет, Дилан говорит, что это может быть ребенок. Когда на телефоне Джейда звонит будильник, это время моей встречи. В любом случае, слушай, Дилан говорит, не расстраивай сестру, и уходит. Пока Чинар и Дилан наводят порядок в комнате и вешают картины на стену, приходит госпожа Хаджер и говорит, что с комнатой все в порядке. Когда Дилан говорит, что он еще не закончен, мы сделаем его еще красивее, госпожа Хаджер говорит, конечно, сделайте красивее, чтобы моему внуку было удобно, и уходит. Когда лицо Чинара падает, Дилан спрашивает, что случилось. Есть ли что-то, что тебе не нравится? Чинар говорит, нет, мне все понравилось. Он не может сказать, что боится Гэжи Хаджер. Когда Баран приносит им на подносе торт и молоко и спрашивает, что они хотят на ужин, Дилан и Чинар в унисон говорят, что хотят гамбургер. Госпожа Айхан и Ипек пробуют торт, приготовленный Берфином, и он им очень нравится. Когда Дилан готовит и приносит фрукты в комнату Чинара, она не может найти Чинара и оставляет его в комнате. Пока она идет искать Чинара, Джейда берет фрукты из комнаты Чинара и кладет их в спальню Дилана. Дилан удивляется, когда находит фрукты в своей комнате, думая, что они очень странные. Когда Тарик приходит в комнату Чинара, Чинар обнимает его и приветствует, мой дорогой отец. Тарик купил подарок для Чинара, и когда Чинар открывает его, он рад видеть, что это рамка с изображением его самого и его отца. Когда Тарик спрашивает Чинара, «Ты любишь меня?», Чинар отвечает, «Да, папа, я очень тебя люблю», и Баран подслушивает их разговор у двери. Затем он укладывает Тарика Чинара спать, накрывает его и выходит из комнаты. Когда госпожа Айхан Акиф приходит вечером, она ставит торт, приготовленный Берфином, называет его Айшей и говорит Ипеку, что Берфин очень умный. Баран приносит молоко Дилану, а когда приносит два, спрашивает, «Ты сейчас наливаешь себе молоко?» Баран, когда кто-то говорит тебе, а кто-то говорит Чинару, Дилан спрашивает, «Почему ты не дал ему это?» Баран говорит, «Отец и сын, я не хотел его делить». Они думают, что Тарик любит Чинара и связь между ними сильна, а Джейда не такая. Когда Дилан говорит, что Тарик выглядит так, будто он выполняет свой долг, Баран говорит, «Но, к счастью, ты здесь, ты делаешь все возможное, чтобы доставить удовольствие Чинару». Когда Акиф отправляет Берфину сообщение, в котором благодарит его за торт, Берфин доволен. Когда она улыбается ему, подходит Тарик и спрашивает, «Это я заставляю тебя так улыбаться?» Берфин говорит, что сестре Айхан и ее племяннику понравился торт, который я испекла. Затем Тарик спрашивает Берфина, «Ты доволен нами в особняке?» Берфин говорит, «Я счастлив, почему?» Когда Тарик объясняет, что иногда мне кажется, что мы пренебрегаем тобой, Берфин говорит, что ты мой единственный брат и ты не будешь пренебрегать мной, независимо от того, насколько ты занят. Пока Дилан сидит с Бараном, из глаз Дилана текут слезы, и когда Баран говорит Барану, «Я не мог надеть на тебя жилет Мирана, интересно, не уничтожаю ли я воспоминания моего сына?» Баран говорит, «Мы похоронили нашего сына, воспоминания в наших сердцах, вы сделали очень хорошее дело, приняв такое решение». Дилан говорит, «Вы правы», когда он увидел радость Чинара в своей комнате и подумал, что эти предметы порадуют других детей, но ему все равно было трудно оторваться от воспоминаний. Беран обнимает его и говорит, что это трудно, но нам приходится утешать себя такими мыслями, у нас нет другого выбора. Когда Дилану трудно выбрать одежду, Беран выбирает что-нибудь яркое, а Дилан находит это слишком ярким. Когда Беран говорит, что отныне в нашей жизни нет места унынию, Дилан признает его правоту и выбирает его. Пока Джейда и госпожа Хаджер пьют кофе в гостиной, она говорит, «Давайте немного запутаем Дилана», и Джейда говорит, что он уже начинает путаться, как я и хотела. Дилан и Баран касаются щек друг друга, и госпожа Хассер делает Дилану комплимент, говоря, «Какая ты милая, дочь моя». Увидев, что Дилан красочно одета, госпожа Азади радуется, что ее дочь Дилан начинает возвращаться к жизни. Джейда говорит, «Думаю, траур по Дилану закончился, посмотрите на невесту, она расцветает, как цветок». Госпожа Хаджер говорит, «Я знаю, как заставить эти цветы завянуть».
Гану Кудрету звонят из компании, и когда он получает известие о том, что работникам все это время не выплачивается заработная плата за сверхурочную работу, Баран очень злится и приказывает своему сотруднику немедленно выплатить заработную плату. Очень рассердившись, он говорит, что никто не должен мне мешать, и идет в кабинет Тарика. И когда его спросили, почему оно не было инвестировано, Тарик ответил, что у компании есть долги из-за сделанных нами инвестиций, но Баран сначала спрашивает рабочих, как они могли принять такое решение. Эта компания дошла до наших дней благодаря Барану Карабею. Ему интересно, есть ли что-то непонятное. По настоянию господина Кудрета и Дилана Бэрон уезжает оттуда. Он пытается успокоить Барана в саду. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.